Здравствуйте, меня зовут Сергей Медведский, и мы вместе на канале Текстиль Эксперт. Сегодня поговорим о том, как выбрать пряжу. Мы продолжаем цикл передач и что такое качество пенье. Как же выбрать пряжу? Мы говорили в прошлый раз о том, как выбрать линейную плотность пряжи или ее толщину, а сегодня мы поговорим, какого качества пряжа, какая она бывает, и как же правильно разобраться в этом огромном количестве разных качеств пряжи. Мы будем говорить о хлопчатобумажной пряже. Почему о хлопчатобумажной? Потому что большинство пряжи в мире это хлопчатобумажной или из смеси хлопков. Большинство пряжи одежного назначения это тоже пряжа хлопчатобумажная. Итак, пряжа из хлопка. Для ее получения существует три способа. Это кольцевой, по-английски ring, кольцевая пряжа. Роторный или пневмомеханический, называется такая пряжа ротор. Open end, а также обозначается двумя буквами O и open end. И бывает третий вид пряжи, менее распространенный, пряжа аэродинамическая или airjet. Каждый из этих трех видов пряжи имеет абсолютно разные свойства, и нужно их знать, выбирая пряжу для своего производства. Сегодня мы поговорим о самом распространенном способе получения пряжи – кольцевом. Почему самый распространенный? Потому что 85% пряжи, используемой в мире, это кольцевая пряжа. Кольцевая пряжа получается на кольцевых прядельных машинах. Существует три способа получения пряжи кольцевым способом. Первый вид пряжи называется кардная, по-английски кард. Второй – гребенная или комбат. И третий – гребенная компактная пряжа, или она называется компакт. Сегодня мы поговорим о двух способах получения пряжи, вернее, о двух видах пряжи – кардной и гребенной. Какая лучше, какая хуже, чем они отличаются друг от друга. Поехали. Итак, кардная пряжа – самая распространенная в мире. Кардная пряжа – это пряжа средней и большой линейной плотности, от 15 текс и выше, до 100, может быть и более 100. В чем отличие этой пряжи от гребенной? Дело в том, что хлопковое волокно при получении кардной пряжи прочесывается один раз на специальном оборудовании. Смотрите, вот я беру волокно и прочесываю его, освобождаюсь от сорных примесей, разделяю волокна. В кардной пряже сорные примеси могут оставаться. Они не все вычесались. То есть часть сорных примесей и пороков остались в волокне. Где используется кардная пряжа? Назовем эту пряжу стандартного качества. Она используется для тканей, трикотажа, бельевого, одежного, чулочно-носочного, для постельного белья обычного стандартного качества. Посмотрите, как выглядит ткань из кардной пряжи. Если присмотреться, то видно, что где-то утолщение, где-то пороки, где-то она не очень равномерная, то есть внешний вид ее не идеален. Это и есть кардная пряжа. Соответственно, и ассортимент изделий для нее должен быть обоснован этим качеством. Что же такое пряжа гребенная? Гребенная пряжа – это самая лучшая пряжа, самый ее качественный сегмент малой линейной плотности от 3 до 20 текс. 3 текс – это значит километр пряжи весит всего 3 грамма. Это самая лучшая пряжа. Она должна быть очень ровная. В чем же разница в подготовке такой пряжи? Самое главное, что если мы получаем гребенную пряжу, то волокно прочесывается не один раз, а два. Вот сейчас я прямо на пальцах показываю вам, в чем разница. Смотрите, как прочесывается волокно в гребенной системе прядения. Оно прочесывается сначала с одного конца, а потом со второго конца. При этом вычесываются абсолютно все сорные примеси, абсолютно все пороки, а кроме того вычесываются еще и короткие волокна. Вот, все, что у меня осталось, это длинное волокно, ни одной соринки, ни одного порока, ни одного дефекта в этой пряже не допускается.
Но, разумеется, такая качественная пряжа используется совсем для другого сегмента, если мы говорим об одежде. Это чулочно-носочные изделия высокого качества, это бельевой трикотаж высокого качества, это сорочки, рубашки, платья. Там, где нам нужен красивый, презентабельный внешний вид и высокое качество. Ну и многое-многое другое, конечно, я про все рассказывать не могу. Посмотрите, как выглядит ткань из гребенной пряжи. Она тоненькая, у нее равномерный внешний вид, много нити на единицу длины, поверхность выглядит очень равномерной. Давайте посмотрим на две ткани при сравнении. Ткань из кардной пряжи, ткань из гребенной пряжи. Тонкая, равномерный внешний вид, красивая поверхность, и такие же будут и изделия из этой ткани или трикотажа. Если же мы говорим о кардной пряже, то в ней могут быть пороки, они допустимы по стандартам качества. То есть это не является дефектом, мы не должны такую ткань забраковать. Это сообразно ее структуре, ее качеству и ее цене. Итак, сравним все-таки гребенную и кардную пряжу. В чем же разница? В чем они отличаются по свойствам? Гребенная пряжа тоньше. Мы выяснили, это пряжа малой линейной плотности, более тонкая. Что нам это дает в изделиях? Я беру, например, один и тот же трикотаж или одну и ту же ткань и произвожу его либо из толстой пряжи, либо из тонкой пряжи. Пускай это будет ткань или трикотаж одинаковой поверхностной плотности, там, не знаю, 250 грамм на метр квадратный. Из толстой пряжи или из тонкой. В чем же будет разница? Смотрите, здесь будет большее количество нитей на единицу длины, здесь будет меньшее количество нитей. Если здесь будет 4 нити, 20 текс, то в тонкой пряже будет 8 нитей по 10 текс. Большее количество нитей, более равномерная поверхность. Большее количество нитей, более красивый внешний вид. Лучше видна структура ткани. Но и изделие более комфортное будет в носке. Гребенная пряжа прочнее. Почему? Она состоит только из длинных волокон. Но все преимущества из более прочной пряжи. Более прочной будет и ткань, и трикотаж. Гребенная пряжа чище. В ней нет пороков, нету дефектов. Она идеальная. Поэтому внешний вид изделия, конечно же, более красивый. Гребенная пряжа более ровная. Получаем красивый, опять же, внешний вид ткани, трикотажа или изделия. Очень важно то, что у гребенной пряжи меньше ворсистость. А это значит, что изделия будут выглядеть лучше, лучше просматривается гриф ткани или трикотажа, то есть ее структура переплетения, кроме всего прочего. Кроме того, гребенная пряжа имеет блеск благородный, благодаря чему и изделия этот блеск будут иметь. Тем не менее, кардная пряжа обладает одним преимуществом, но весьма существенным. Кардная пряжа намного дешевле. Сырье для нее дешевле, технология дешевле, таких высоких требований нету. Согласитесь, что одно это достоинство может перечеркнуть все достоинства гребенной пряжи. Поэтому что самое главное? Назначение изделий, которые вы собираетесь производить или получать. Если у вас лакшери сегмент, если вам нужно красивое качество, идеальный внешний вид, конечно, гребенная пряжа. Если для вас это не важно, вы работаете на корзины в Ашане, где будут свалены носки, трусы и майки среднего качества для людей, которые, неважно, это высокое качество, то, конечно, вы берете кардную пряжу, у вас будет самое дешевое изделие, она может быть дешевле на 30 и на 50%, чем пряжа гребенная. Какие же преимущества будут не в пряже, а уже в изделиях из кардной пряжи и из гребенной. Здесь у меня на слайде мы видим ткань из гребенной пряжи и трикотажное полотно. В данном случае это футерный трикотаж из гребенной пряжи. Итак, более высокая прочность, если мы говорим о гребенной пряже. Равномерная поверхность и красивый внешний вид в изделиях. Низкая пилингуемость. Гребенная пряжа менее ворсистая,
менее ворсистая, меньше будет образовываться пилинга на изделиях из ткани, из трикотажа. Что такое пилинг? Это катышки, которые образуются на изделиях. Для того, чтобы вам не нужно было их брить, потом бритвой или электробритвой, значит, у гребенной пряжи их будет намного меньше, а значит, дольше будет сохраняться красивый, презентабельный внешний вид. Отлично. Хороший гриф. Гриф, как хорошо просматривается переплетение в ткани, как хорошо просматриваются петельные ряды. Зависит от ворсистости в том числе. Меньше ворсистость, лучше гриф. Хорошо мы видим саму структуру. Низкая усадка, согласитесь, тоже очень важно, особенно после первой стирки. Так как гребенная пряжа из более длинных волокон, то изделия из гребенной пряжи будут меньше усаживаться, а соответственно тоже дольше будут эксплуатироваться. Высокая износостойкость. Важно? Важно. Особенно если мы говорим об одежде, которая протирается на локтях, которая протирается на манжетах, на воротниках. Более высокая износостойкость, более высокая долговечность изделий из гребенной пряжи. Итак, разобрались. Но при чем тут фотография от этого прекрасного турка и при чем тут турецкий флаг? Ведь мы начали с того, что же такое пенье и откуда вообще взялось это слово. Пенье и при чем тут Турция? На самом деле пятиминутный анализ ситуации позволил вскрыть, откуда же взялось вообще это слово. Дело в том, что российская текстильная промышленность, к сожалению, находится не в самом лучшем состоянии. И российские швейные фабрики, фирмы трикотажные, ткацкие в основном закупают сейчас текстильные материалы из Турции. В Турции на подъеме текстильная промышленность. Открываются десятки, сотни текстильных предприятий, ткацких, трикотажных, не только в самой Турции, но и по всему миру. На сегодняшний день Турция составила конкуренцию даже Китаю за счет того, что они предлагают более широкий ассортимент изделий и более высокого качества. И вот от Стамбула по каналу Босфор турецкий трикотаж, турецкие ткани приезжают в Россию и в Беларусь. Так при чем же тут все-таки пенье, спросите вы меня? Давайте посмотрим перевод слова пенье с турецкого на русский. Пенье – это не что иное, как гребенная пряжа. Скорее всего, дело обстояло так, что когда турецкие изделия начали приезжать в Россию и в Беларусь, кому-то из маркетологов понравилось это слово. Ну ведь красиво звучит. Качество пенье. И оно настолько прочно вошло, вклинилось сейчас в трейдеров, в производителей, что никто уже не думает, что качество пенье – это просто гребенная пряжа. Пряжа высокого качества. Почему, я вам сегодня рассказал. Все говорят просто качество пенье. Но я хочу, чтобы вы, мои слушатели, знали, что это такое. Что пенье, качество пенье, правильно, это гребенная пряжа. Поэтому, кто все-таки считает себя русским человеком, текстильщиком, ну, используйте все-таки наше слово гребенная пряжа. А пенье оставим туркам. Всего хорошего. С вами был Сергей Медведский. Пишите в комментариях, о чем вам еще интересно было послушать. Всем привет!